Сталинград обычно показывают как момент, когда Советский Союз сломал хребет нацизму. И это правда, но не вся, потому что за словом «подвиг» часто прячут более неприятный вопрос: как вообще получилось, что к Волге пришла немецкая армия? Почему после победы под Москвой страна снова оказалась на грани катастрофы? Почему город, который потом станет символом стойкости, сначала станет ловушкой для своих же жителей? Мы привыкли к простой версии. Гитлер ошибся, Сталин победил, народ выстоял, Красная армия окружила врага. В школьном учебнике это выглядит почти как железная логика истории. Враг пришел, народ поднялся, враг был разбит. Но реальная история Сталинграда намного темнее. Она начинается не в руинах города, она начинается раньше, зимой от 1941 до 1942 года, когда Москва устояла, немецкий блицкриг сорвался, а Сталин решил, что теперь пришло время наступать. На бумаге это выглядело правильно. Враг отступил, мораль поднялась, мир увидел, что Германия не непобедима. Но война не награждает за настроение. К началу 1942 года Красная армия уже потеряла страшное количество людей. Миллионы оказались в плену. Командиры учились управлять фронтами прямо во время катастроф. Связь, снабжение, разведка, взаимодействие танков, пехоты и авиации – все это еще слишком часто работало не как механизм, а как куча людей, которым приказали победить. И вот здесь появляется первая неудобная деталь. После Москвы Сталин не просто хотел закрепить успех, он хотел заставить фронт двигаться. Вперед, везде, сразу. Это была логика человека, который думал категориями приказа. Если армия не наступает, значит она недостаточно решительна. Если командиры осторожничают, значит они боятся ответственности. Если враг отступил под Москвой, значит можно выбить его и на других участках. Но немецкая армия не исчезла. Она была потрепана, но не сломана. И весной 1942 года это стало особенно ясно под Харьковом. Советское наступление должно было стать ударом, который отбросит немцев и вернет инициативу. Вместо этого оно превратилось в ловушку. Немецкие войска ударили по флангам. Советские части оказались в окружении. Десятки и сотни тысяч людей были убиты, ранены или взяты в плен. И теперь вопрос: почему это важно для Сталинграда? Потому что Харьков открыл дверь на юг. После этой катастрофы немецкое командование увидело перед собой пространство. Не абстрактную линию на карте, а реальную возможность. Южный фронт Советского Союза оказался ослаблен, войска измотаны, управление нарушено, а впереди были Дон, Волга, Кавказ и нефть. Для Гитлера нефть была не деталью, это была кровь войны. Танки не ездят на лозунгах, самолеты не взлетают на фанатизме. Огромная армия, растянутая от Балтики до Черного моря, пожирала топливо с такой скоростью, что немецкая стратегия все больше становилась стратегией бензобака. Именно поэтому летний план 1942 года «Блау» был связан с югом. Немцам нужны были нефтяные районы Кавказа – Майкоп, Грозный, Баку. Сталинград в этой логике был не только городом имени Сталина. Он был воротами к Волге, узлом снабжения и прикрытием северного фланга похода к нефти. Вот здесь миф начинает трещать. Сталинград не был изначально просто дуэлью двух вождей за символическое имя. Да, имя города имело значение. Да, Гитлер и Сталин понимали пропагандистскую цену. Но в начале немецкого движения на юг решали не только символы. Решали реки, железные дороги, топливо и фланги. Гитлер хотел слишком многого. Кавказ, Волгу, разгром советских армий, контроль над коммуникациями. И, как часто бывает с диктаторами, он считал волю заменой логистики. На карте стрелки выглядели красиво. В реальности армия растягивалась все сильнее. Одни части шли к Кавказу, другие – к Сталинграду. Союзники Германии, румынские, итальянские, венгерские войска закрывали огромные участки фронта, но часто имели хуже вооружение, слабее противотанковую оборону и меньше возможностей держать удар Красной армии. И теперь представьте себе этот фронт не как линию,
а как тонкую нитку, натянутую через степь. В центре немецкая 6-я армия Паулюса, все глубже втягивающаяся к Волге. На флангах союзники Германии. На юге мечта о нефти. На севере страх, что советские войска ударят в бок. И все это держится на уверенности, что Красная армия уже почти выдохлась. Но она не выдохлась. Она училась. Да, страшной ценой. Да, через провалы, окружение, приказы, которые ломали людей. Но к концу 1942 года советское командование уже было не тем, что летом 1941. Оно лучше понимало, где немцы сильны, а где уязвимы. Оно видело, что лобовая мясорубка в городе пожирает немецкую 6-ю армию. Но решать исход нужно не в каждом доме, а на флангах. Однако до этого еще нужно дожить. Летом 1942 года Сталинград превращается в место, куда сходятся несколько катастроф одновременно. Первая – военная. Немецкая авиация наносит по городу мощные удары. Сталинград горит. Улицы, заводы, кварталы, пристани – все превращается в пространство, где гражданский город исчезает, а вместо него появляется каменная мясорубка. Вторая катастрофа – человеческая. Мирные жители не исчезают из города по щелчку. Кто-то не успел уехать, кого-то не вывезли, кто-то был нужен на заводах, кто-то просто оказался между приказами, фронтом и Волгой. История войны часто любит огромные числа, но за каждым таким числом стоит простая сцена. Человек пытается найти воду, мать ищет ребенка, рабочий идет на завод, который вчера еще делал тракторы, а сегодня живет под бомбами. И третья катастрофа – политическая. Приказ номер 227, известный как «ни шага жек, ни шагу назад», становится символом той логики, в которой отступление объявляется почти преступлением. Его смысл был прост и страшен. Паника и отход без приказа должны быть остановлены любой ценой. Можно спорить, насколько этот приказ помог удержать фронт, но нельзя делать вид, что он был просто красивым лозунгом. Это был документ отчаяния. Государство понимало, еще одно большое отступление может открыть немцам путь к Волге, Кавказу и, возможно, к новой катастрофе. Сталинградская битва поэтому была не только столкновением армий. Это было столкновение двух систем, которые требовали от человека больше, чем человек может выдержать. Немецкий солдат шел вперед, потому что машина войны требовала победы и топлива. Советский солдат держался, потому что за Волгой уже почти не оставалось пространства для красивых маневров, и город начал перемалывать всех. Здесь исчезает привычная военная логика. Танк силен на открытом поле. В городе он становится большой мишенью за углом. Авиация может разрушить квартал, но руины превращаются в укрытие. Артиллерия стирает стены, а из подвалов все равно стреляют. Карта говорит: дом взят. Реальность отвечает: первый этаж ваш, второй наш, подвал спорный. Сталинград становится войной за лестничные клетки, трубы, проломы в стенах, заводские цеха, насыпи, овраги и этажи. Дом Павлова, Мамаев курган, завод «Красный Октябрь», тракторный завод – эти названия потом станут символами. Но в момент боя они были не символами, а точками, где люди сутками жили в дыму, пыли, крови и страхе. И здесь важно не романтизировать. Героизм был массовый, настоящий. Но героизм не отменяет того, что людей часто ставили в положение, где выбор был между смертью сейчас и смертью чуть позже. Вот почему честный разговор о Сталинграде всегда неприятен. Если говорить только о подвиге, мы обманываем себя. Если говорить только о преступных ошибках командования, мы стираем подвиг тех, кто действительно удержал город. Правда находится между. Солдаты и гражданские сделали невозможное. Но невозможное часто требовалось от них потому, что сверху уже были сделаны ошибки. Теперь главный поворот. Пока весь мир видел битву за город, советское командование готовило удар не в городе. Это и есть момент, где Сталинград перестает быть только трагедией и становится ловушкой. Немецкая 6-я армия все глубже увязала в уличных боях. Чем больше сил она бросала в город, тем меньше свободы оставалось для маневра.
Чем больше Гитлер требовал взять Сталинград, тем сильнее город удерживал его армию на месте, а фланги тем временем оставались слабее. Румынские части на севере и юге от Сталинграда держали огромные участки фронта. У них не хватало противотанковых средств, позиции были растянуты. И именно туда советские штабы решили ударить. Операция «Уран» была не магией и не случайностью. Это была холодная военная логика. Не лезть туда, где враг уперся лбом, а ударить туда, где его броня тонкая. 19 ноября 1942 года советские войска начали наступление с севера. На следующий день удар пришел с юга. Танковые и механизированные части пошли через степь. Немецкие фланги начали рушиться. И вот тут история делает тот самый поворот, ради которого зритель досмотрел до середины. Сталинград, который должен был стать немецкой победой, стал немецкой клеткой. 23 ноября советские части встретились у Калача. Кольцо замкнулось. Внутри оказалась 6-я армия Паулюса и части союзников. Сотни тысяч людей. Огромная группировка. Армия, которая еще недавно наступала, теперь сама стала окруженной. Гитлер запретил прорыв. Это решение часто объясняют упрямством. Но у него была и своя логика. Страшная, но логика. Если 6-я армия будет держаться, она свяжет советские силы. Если ее снабжать по воздуху, можно выиграть время. Если Манштейн пробьется извне, окруженные будут спасены. Проблема в том, что на войне слово «если» иногда убивает больше людей, чем пули. Люфтваффе не могла стабильно снабжать окруженную группировку в нужных объемах. Погода, расстояние, советская авиация, нехватка самолетов, хаос на аэродромах – все это превращало воздушный мост в обещание, которое не выполнялось. Внутри котла начался голод, холод, болезни, раненые лежали без нормальной помощи. Лошади, которые еще недавно были транспортом, стали едой. Боеприпасы таяли. Надежда на спасение сжималась так же, как линия фронта. И вот здесь важно сказать честно. Диктатуры похожи не идеологиями, а отношением к человеку. Для Гитлера 6-я армия стала инструментом. Ее нужно было держать, потому что так требовала большая карта. Для Сталина город тоже был не просто городом. Его нужно было удержать, потому что отступление к Волге означало стратегическую катастрофу и политическое унижение. А между этими решениями были люди – русские, украинцы, казахи, татары, грузины, евреи, белорусы, немцы, румыны, итальянцы, венгры – все, кого большая история потом превращает в стрелки на карте. Но в тот момент это были живые люди, которые мерзли, горели, стреляли, боялись, писали письма и очень часто не понимали, почему именно их жизнь должна стать аргументом в споре двух империй. В январе 1943 года стало ясно – котел обречен. Советское командование предложило капитуляцию. Паулюс хотел разрешения на сдачу. Гитлер отказал. Потом Гитлер сделал ход почти театральный. Произвел Паулюса в фельдмаршалы. В немецкой традиции фельдмаршалы не сдавались. Смысл был прозрачен – либо погибнуть, либо застрелиться. Паулюс выбрал третий вариант. 31 января 1943 года он попал в плен. Северная группировка сопротивлялась еще некоторое время, но 2 февраля битва завершилась. Сталинград стал победой. Но что именно там победило? Советская пропаганда ответила бы просто. Мудрость Сталина, героизм партии, сила социалистического строя. Немецкая послевоенная легенда ответила бы иначе. Гитлер все испортил, генералы бы справились, если бы им не мешали. Обе версии слишком удобны, правда сложнее. Сталинград стал переломом потому, что немецкая стратегия перегнулась под весом собственных целей. Нельзя одновременно гнаться за нефтью Кавказа, удерживать огромный фронт, брать город на Волге и считать, что противник уже почти сломлен. Сталинград стал переломом потому, что советское командование после страшных поражений начало учиться. Оно поняло, что немецкая сила в городе может стать слабостью, если ударить не по кулаку, а по запястью. Сталинград стал переломом потому, что люди на земле сделали то, что невозможно описать сухими словами. Они держались там, где держаться было почти нечем.
Но Сталинград также стал памятником тому, как дорого обходятся ошибки наверху. Ошибки Сталина до битвы помогли создать условия, в которых немцы дошли до Волги. Ошибки Гитлера во время битвы превратили наступление в катастрофу. А мирные жители и солдаты заплатили за решения, которые принимались далеко от подвалов, окопов и горящих улиц. И вот финальный ответ. Сталинград был великой победой. Но если мы называем его только победой, мы делаем историю слишком удобной. Это была победа, выросшая из ошибок, подвиг, выросший из катастрофы, перелом, оплаченный жизнями тех, кого слишком часто вспоминают только как цифры. И, возможно, именно поэтому Сталинград до сих пор так трудно обсуждать честно. Потому что честная память требует одновременно двух вещей – уважать подвиг людей и не прятать ошибки власти. А власть всегда больше любит памятники, чем вопросы.